Как перестать прокрастинировать и начать действовать? Ну, на самом деле, очень вредная идея про борьбу с прокрастинацией. Я не видела ни одного успешного кейса, когда человек боролся с прокрастинацией, поборол ее, и все стало у него замечательно. Как правило, чем больше вы задаете этот вопрос внутри, тем больше это самая прокрастинация, тем сложнее вам действовать, и вот какой-то такой получается замкнутый круг. Это то, что я вижу у клиентов. И я всегда предлагаю смотреть на прокрастинацию как на очень умный механизм нашей психики. Таким образом, психика нам сигналит о том, что мы сейчас делаем бесполезную работу. Мы сейчас идем не своим путем. И ничего хорошего на этом пути нас не ждет. Повспоминайте, пожалуйста, сейчас свои примеры из жизни, когда вам что-то очень не хотелось сделать, вот прям очень не хотелось сделать. И в каком-то варианте вы это сделали, и нужно ли это было, вот если прошло 5 лет, там, 3 года, не знаю, 10 лет, вот оглянитесь назад, эти действия действительно были полезны вам, или они в итоге оказались вообще неважными, да? Или, например, нужно было что-то делать, вы прокрастинировали и таки не сделали. И что? Как это отразилось на вашей жизни там спустя 5 лет, например? Вот я, когда таким образом смотрю на развитие своей компании, я вижу, что я очень много всего делала, да, для создания, для развития бизнеса, проходила очень много обучений, и все делала задания правильно, как должно быть. И так раньше было. И я понимаю, что были задания, которые мне давались, ну, прямо вот кровью, да, вот я человек системный, дисциплинированный, поэтому я себя могу усадить и как бы организовать на что угодно, да, и других тоже людей, но в целом я сейчас вижу, что те задания, которые мне давались большущей кровью и нашей команде, они не привели к результату. Да? И если бы я их тогда не сделала, ну, не было бы ничего хуже, чем сейчас. А все, что действительно дало крутой результат, это то, что было сделано, ну, как-то так вот, знаете, на одном дыхании, и даже не было вот раздумий, ой, делать, не делать, просто раз, и оно делается, да? И просто у себя проанализируйте. Если у вас это так же, то понимаете, что ваша прокрастинация равно интуиция, равно подсказка вашего бессознательного, что вообще вы не в ту сторону идете, вам туда не надо. И нужно остановиться, да, и спросить себя, а какой мой путь? А ваш путь, он раскрывается через то, что вам нравится делать, то, что, ну, понимаете, даже вот то, что просто получается, вот просто оно как-то, ну, само собой происходит. Вот раз вы там не думали, например, вы психолог, продвигаете себя, да, и вы как-то вообще не планировали, не думали, шли по улице, вдруг у вас мысли, вам захотелось видео записать. Да, это вот так вот работает, да, то есть это не то, что бездействие, но эти действия, они не требуют внутри какого-то обдумывания, хочу, не хочу, просто раз, сделала, даже сама не поняла как, да, вот так это работает. Если у вас другая ситуация, вот вы оглядываетесь на свою жизнь и видите, что действительно вот что-то нужно было сделать, вам это было очень сложно, вы прокрастинировали, долго не могли сделать как-то это, и это дало вследствие очень хорошие результаты, то так бывает, иногда это реже, но бывает, и тогда, ну, скорее это указание на то, что у вас такая где-то есть в каких-то зонах психики такая достаточно глубинная травматизация, и в этих зонах действительно очень сильное сопротивление, и где-то, ну, с ним важно бы поработать, да, но, повторюсь, вот то, что я наблюдаю у своих клиентов, студентов, близких людей, вот с кем общаюсь, я вижу, что, ну, 70-80% прокрастинации это все же про интуицию, это про то, что психика сигналит, ну не надо мне туда, вот вообще нам туда не надо, не наш это путь, и просто лишнюю работу сделаем, энергию потеряем и все. У нас есть в голове такая очень вредная нейронная цепочка сформирована у всех. Это связь действий и результата. Просто это так у нас глубоко внутри засело про то, что, ну, вот
Если я сделаю раз, два, три, четыре, пять, у меня будет результат X. Если я не сделаю ничего, X не будет. Да? И вот эта причинно-следственная связь, она ну, прямо вот является такой некой тюрьмой нашей. Да? Но повспоминайте опять же свою жизнь, свои ситуации. У всех были случаи, когда вы делали, результата ноль. Да? И были случаи, когда ну, вы вообще ничего не делали, результат появлялся. Очень часто это с весом вот бывает у девушек, да, когда вы ходите в зал, правильно питаетесь, на интервальном каком-то голодании сидите, и на таких-то диетах, просто вес никуда не двигается. А бывает просто раз и вес ушел. Да? Вот как? Опять же, это не отменяет причинно-следственных цепочек. Они есть, потому что мы все живем в двух мирах. И в частности, ну, есть мир реальный, проявленный, и там вот действуют вот эти причинно-следственные связи. Но при этом второй ногой мы живем в мире непроявленном, да, в мире потенциала. И там действует принцип синхронистичности. То есть, когда мы с чем-то соединяемся по смысловому совпадению или по состоянию. И Карл Густав Юнг, да, говорил про то, что любое внешнее событие всегда случается на пересечении этих принципов, как параллели меридиан на глобусе, да, и любая внешняя точка – это пересечение параллелей меридианы, пересечение причинно-следственного принципа и принципа синхронистичности. Поэтому, когда вам что-то нужно сделать, у вас есть сильная прокрастинация, сделайте следующее. Остановитесь, не насилуйте себя. Представьте то, что вы хотите сделать, ну, допустим, опять же, вам нужно написать, не знаю, серию каких-то статей, чтобы их опубликовать, и дальше к вам пришли клиенты. Вот вы как психолог, да, себя продвигаете. Представьте результат уже сделанным. Да, вот у вас пошли клиенты, все, столько, сколько хотите. И поймайте это состояние. Вот когда у вас этот поток клиентов, вот это как вы себя внутри чувствуете? Вот состояние поймайте и дальше из этого состояния задайте себе вопрос. А как мне это сделать? Как будто бы, знаете, вот вы из будущего поворачиваетесь в прошлое, то есть в точку сейчас, и просто наблюдайте, как вы это сделали. И, скорее всего, вам будут приходить совершенно другие пути, по которым вам будет достаточно легко идти. Там тоже будут усилия, но это, ну, это не насилие, да, вот. Усилие это хорошо, насилие это плохо, и это вызывает сопротивление, и прокрастинация, ну, то, что мы называем прокрастинацией, это усиливается. Поэтому, пожалуйста, попробуйте думать о своей прокрастинации как о подсказке вашего мудрого бессознательного, что вы сейчас не в ту сторону идете. Остановитесь, поймайте состояние того, когда результат получен идеальный, и из этого состояния пересмотрите свои действия.